Всем привет! Снова решил перезалить ролик 6-летней давности, как было с Lost in Nightmares. Теперь же очередь за Desperate Escape, а именно, как попасть в топ-10 по очкам, или же приблизиться к нему. Погнали! Как и в Lost in Nightmares, на ваши очки влияют 5 моментов. Но, для начала хочу ознакомить вас с рандомом оружия, чтобы вы сразу научились определять, что именно вам попадется на пути. Как только DLC началось, сразу же держите путь в уборную. Если вас там будет ждать дробовик, то в дальнейшем в первой зоне вас будет ждать еще один пистолет и автомат. Данный вариант не подходит, его исключаем сразу. Если в толкане вам попались 2 зажигательные гранаты, то вашими спутниками станет Магнум, еще один пистолет и очень нам нужная снайперская винтовка. Она и будет нашим основным оружием. Третий вариант также неплохой, так как снайперка будет вас ждать сразу в умывальнике. Плюс 3 световые гранаты, которые не будут лишними, и дробовик. Дробовики мы использовать, кстати, не будем вообще, так как из-за них мы можем срать точность. Да в принципе, как и из-за автомата. На второй локации оружие также может меняться независимо от первой. Если вы играете вдвоем, то чтобы не тратить время впустую, рекомендую сразу пробежать до сломанной лестницы и подбросить Джилл вверх, чтобы она чекнула сейф. Если там будет лежать 5 световых гранат, то в финальном сейфе вам попадется спрей. Если же за место 5 светок будет лежать спрей, то в крайнем сейфе вам попадется Магнум, который в финальном бою может сыграть важную роль, в зависимости от сложности, на которой вы играете. Но главное, чтобы в соседнем шкафу была вторая снайперская винтовка, так как она нужна обоим. По крайней мере, если играете в коопе. В ином же случае на ее месте будет ракетница. Вторая такая же будет ожидать вас на крыше вот этого здания. Или же внутри того же самого здания в шкафу, если ранее она вам не попалась. На ее месте может оказаться и дробовик. Итак, повторюсь, на ваши очки влияет 5 моментов. Точность, убитые враги, полученный урон, собранные звезды и скорость вашего прохождения. Основным нашим оружием как при игре в соло, так и в кооперативе будет снайперская винтовка. Лучше всего использовать тот набор оружия, при котором она сразу будет лежать в толчке, так как у нее нет такого разброса, как у дробовика или автомата. Да и мощнее она точно, чем пистолет и тот же самый автомат. Поначалу будет непривычно воевать на близких дистанциях с противниками, так как нельзя будет моментально заставить застаниться врага из-за анимации поднятия винтовки. Но если уж вы решились играть на рекорд, то деваться некуда. Плюс она понадобится для отстрела противников, которые находятся на больших расстояниях, для того, чтобы быстрее активировалась другая пачка плохишей. Главное, чтобы в конце ваша точность была не ниже 80%. И если играете совместно, то из ваших результатов точности будет выбрано среднее число. Поэтому контролируйте друг друга в этом, чтобы один игрок втихаря не намазал. Если чувствуете, что по точности не вывозите, лучше делайте рестарт. Однако, вы можете восстановить ее себе и настрелять на энергоблоках. Хотя при игре за Джилл это даже обязательно. Максимальное количество очков, которые можно получить за убийство врагов, это 60 тысяч. Один убитый враг – это 100 очков. Можно, конечно, прикончить и чуть больше, но смысла в этом нет. Бонусов сверху вам за это не накидает. Тем не менее, бегство от врагов исключаем полностью. После того, как зачистили арену, не нужно сразу бежать к чекпоинту. В некоторых местах нужно немного подождать, и маджини появятся снова. А в других необходимо самому активировать точки респауна противников. И бывает даже несколько раз. Вот небольшой пример. Во второй зоне все становится чуть интереснее, если играете в коопе. Ведь убивать противников самому практически не нужно. Старайтесь заманивать недругов под выстрелы из пушки их же товарищей. Уж не знаю почему,
Но после именно такого убийства врагов, игра почему-то засчитывает смерть одного Маджини за двух. Именно так мы и будем фармить киллы. Однако под первую пушку заманивать никого не надо. Джош должен занять позицию и отстреливать Маджини как можно быстрее на дальних дистанциях. И желательно, когда они спрыгнут на землю, чтобы в дальнейшем с них можно было собрать очки. А Джилл же настреливает точность на блоках и также кроет спину. Чем быстрее противников убьет Джош, чем быстрее они появятся у Джилл. И наоборот. Остались еще 4 зоны, которые будут контролиться пушками. Под первые 2 противников заманивает Джилл, под другие 2 Джош. По той причине, что эти пушки по умолчанию первый раз наводятся на этих персонажей, даже если вы бежите вместе. Однако, если по вам попадет снаряд, даже если он не нанесет урона, то после этого в прицел она будет брать вашего напарника, если он находится в зоне ее поражения. И если такое произошло, можно другому игроку аккуратно попытаться попасться под снаряд, чтобы она снова взяла в таргет нужного перса. Но лучше сделать рестарт и не тратить время. Есть еще один способ. В определенный момент другому игроку нужно кинуть себе под ноги световую гранату, и пушка снова начнет вести обстрел по другому персонажу. Пока один заманивает под пушку, второй либо стоит в стороне, либо бегает по точкам респауна, а также защищает первого от арбалетчиков или Маджини с коктейлями Молотова. Стоит учитывать, что если вы играете на дилетанте, интервал между выстрелами будет больше, как и снаряд также будет лететь дольше. Однако, если вы играете в соло, фича с пушками работать не будет, и вам нужно просто стараться максимально быстро сносить всех врагов, и также не уходить из зоны раньше времени. А что касается третьей локации, то просто разносите все, что видите, и если будете делать это достаточно быстро, то может сложиться впечатление, что враги просто кончились. Для большего количества очков нужно полностью исключить любое получение урона, как при игре в соло, так и в кооперативе, и уж тем более смерти. В случае получения дамага рестартиться можно до посинения, время не будет прибавляться. И если вы играете с ботом, то ему можно получать урон, и на ваших очках это никак не отразится. Исключением является его смерть, в результате которой придется начинать DLC по новой. Если вы играете на сложности профи, то контролить его придется вдвойне, так как он по энным причинам будет бегать вообще без оружия. И ему не важно, что у него будет один нож. Именно с ним он будет пытаться танковать, раз за разом отправляя вас в начало DLC. Касательно звезд, здесь чуть проще, чем в Лосте. Не обязательно, чтобы из каждого ящика выпадали звезды, по той причине, что из врагов также может быть хороший дроп. Как только DLC началось, если вы играете в соло, избавляйтесь от всего оружия, даже у бота забирайте и выкидывайте все, а сами же бегите за снайперкой в уборную. Да, как я уже говорил, играть мы будем с третьей вариацией оружия. Делается это для того, чтобы снизить к минимуму рандом выпадения предметов из ящиков и врагов, таких как патроны пистолета, которые все равно будут выпадать, но не в таком количестве, и автомата. Уж пускай лучше будут валиться боеприпасы от снайперки и нужные нам звезды. Если вы играете в коопе, то пистолет выкидывает Джош, и он же подбирает снайперскую винтовку, а Джилл же остается с автоматом и старается слишком сильно не всрать точность, пока вы не дошли до второй зоны. Если же чувствуете, что настреляли мимо, то, как уже говорил, повысить точность можно на энергоблоках. Именно по этой причине врагов, которые откуда-то спрыгивают, нужно убивать, как только они окажутся в зоне, в которой вы будете пробегать. Даже если вы можете убить их раньше, этого делать не нужно. Иначе очки может просто не получиться взять, так как они будут лежать вне зоны вашей досягаемости. Звезды, выпавшие из врагов и ящиков, лежат 5 минут, поэтому старайтесь уложиться в этот срок. Поставьте себе планку на каждый чекпоинт. К примеру, до первого у вас должно быть не менее 2500 звезд. До второго 4000 звезд. 11 тысяч. 17 тысяч. 20 тысяч. 25 тысяч. И 32 тысячи. Если вы этого не набрали, то лучше делайте рестарт. Или же рискуете не набрать нужное количество очков.
Помимо этого, на всех локациях есть по одной скрытой звезде. Не забудьте и их снести тоже. Как уже поняли, лютый спидран устраивать не надо, ведь из-за того, что нам нужно убить максимальное количество врагов, катка будет длиться примерно 40 минут. Не берем в учет рестарты. В случае неудачи, как уже говорил, смело можете загружаться с чекпоинта. Время сверху вам не накидают. А вот если напарник умер, и вы решили продолжить дальше, то тогда все, что вы наиграли с ближайшего чекпоинта и до смерти, сложится. Врагов надо стараться убивать быстро. Конечно, если это не идет в ущерб звездам, которые нам нужно собрать. Особенно во второй зоне, можно увлечься при игре с пушками и потерять много времени. И если не успеете убить противника в определенном месте, то тогда придется ждать, когда он добежит до вас. А делает он это постоянно с разной скоростью, и можно потерять даже 1 минуту. 1 секунда – это 10 очков. Вот и считайте. Обязательно нужно вызвать и убить 3 маджини-агитаторов, так как с них будут падать очки в более большем количестве. Чтобы вызвать первого, недостаточно просто убить всех до первого чекпоинта. Помимо этого, нужно залезть по 2 лестницам и пробежать мимо грузовика. После же вернуться и убить его. Однако не мешкайте, так как он убегает. Второй активируется сам, как только в финальной части второй зоны вы сядете за пушку и убьете несколько маджини с арбалетами. Есть один прикол. Если выстрелить в него так, чтобы взрыв произошел у него прямо под ногами, то он упадет вниз, и вы сможете взять с него еще дополнительные очки. Третий маджини выйдет сам в третьей локации примерно тогда, когда на таймере останется 30 секунд. Снайперка должна быть у 2 героев. По той причине, как уже говорил, что часто будем заниматься отстрелом противников на дальних дистанциях, для того, чтобы как можно быстрее появилась 2-я, 3-я, 4-я волны противников. А мы помним, чем больше убьем, тем лучше. Если вам не повезло и во второй локации не оказалось снайперки в шкафу, чтобы не начинать сначала, можно скопировать уже ту, которая у вас есть. Для этого нужно, чтобы у вас было одно свободное место и не разбитый ящик. Сделать это можно лучше всего, к примеру, вот здесь, так как все буквально под рукой. Игрок, которому нужна снайперка, разбивает ящик и подбирает предмет. Главное, чтобы это были не очки. А другому нужно поймать тайминг и передать оружие первому. После же, игрок, которому нужна снайперка, освобождает одно место и... вуаля! С некоторых мини-боссов также можно взять двойные очки. Суть заключается в том, что когда они умирают, они надуваются и взрываются. Если выстрелить в них ровно в момент взрыва, то после подбора первой награды появится 2-я. Сигналом, что вы все сделали правильно, является появление первых очков с задержкой. Если же очки появились сразу после взрыва, то очки будут в единичном формате. Но бывает и исключение, но это очень редко. В идеале на всех 3 локациях должны быть обычные маджини. Не потому что проще, а по той причине, что за исключением дилетанта всегда будет на одного мини-босса больше. Если вы играете в этот DLC первый раз, неважно на какой сложности, то во всех 3 зонах военных не будет 100%. Поэтому можете заранее скопировать сохранение, и в случае, если не наберете нужные вам очки, его можно будет вернуть обратно. Однако при игре на профи придется довериться рандому. Всем спасибо за внимание. Маякуйте в комментариях, как вам данный ролик, да и в целом DLC. Играли ли вы на рекорд? Если да, то пишите, сколько очков набирали. Будет интересно глянуть. Хотя порой кажется, что мало вообще кто этим занимается в России, кроме меня. Говорил Наевоскрайк. Увидимся.